Друзья, привет! Я переводчик, и в прошлую пятницу для меня был очень важный день. Я работала, переводила на церемонии вручения премии «Браво» в Большом театре. Могла ли я когда-нибудь представить, что, конечно, не в качестве примы-балерины, а в качестве переводчика, но я буду выступать, а профессия переводчика — это во многом выступление на исторической сцене Большого театра. И тем не менее это было, и 7 раз я выходила на историческую сцену переводить. Вообще, я обожаю свою профессию, она уже очень много мне дала, и я думаю, что гораздо больше еще даст. Это были поездки в какие-то невероятные страны, это была работа с президентами, министрами, писателями, это переговоры, в которых обсуждаются самые животрепещущие темы, это места, в которые обычный человек попасть не может, и так далее. Супер профессия. Но в частности, стоя на сцене Большого театра, я думала о том, какой у меня был не совсем простой путь, по которому я в эту профессию пришла. И сегодня я хочу об этом рассказать. И я хочу посвятить это видео людям, которые хотят поменять свою работу, хотят поменять профессию, но боятся это сделать или по каким-то другим причинам этого не делают или делать не могут. Я раньше преподавала, и несмотря на то, что я очень это любила, в какой-то момент я подумала, что мне в преподавании тесно, мне хочется чего-то большего. Как назло, я тогда встречалась с дипломатом, который работал в МИДе, и он постоянно мне рассказывал про какие-то приемы у посла, какие-то банкеты, фуршеты, какие-то светские рауты. И я это слушала, и я думала, живут же люди, а я каждый день хожу в свой учебный класс, в свою аудиторию, и там провожу большую часть своей жизни. У меня внутри просто разгорались какие-то пожары. У меня внутри все просто бурлило и клокотало. Один раз мы с ним разговаривали, и он с такой полуиздевкой мне говорит: ну вот ты себя считаешь такой крутой, а синхронный перевод ты бы потянула? А я даже не знала, что ему ответить. Я не знала, что такое синхронный перевод, потянула бы я это или нет. В любом случае, во мне стало назревать какое-то желание перемен. Оно зрело, по чуть-чуть, каждый день. Мне хотелось чего-то изменить. И я стала смотреть в сторону перевода. Я совершенно не знала, как попасть в этот мир. И единственная возможность, которую я для себя видела, это было через обучение. И вот я в интернете нашла курс, очень хороший, в своем родном Иньязе. Шло время, процессы зрели. Было несколько «но». Во-первых, чтобы этот курс пройти, нужно было сделать конкретные финансовые вложения. Он был дорогой. У меня реально тогда денег было только на первый семестр. То есть я понимала, что я должна все свои деньги потратить, и еще плюс потом нужно будет заработать до второй семестр по ходу. Во-вторых, когда я сказала, например, родителям и некоторым даже друзьям о том, что я хочу поменять профессию и пойти учиться переводу, реакция была в основном негативная. Реакция была следующая: что ты все время мечешься, что ты все время ищешь, что ты как перекати поле, у тебя в голове ветер, пустота. Вот у тебя есть профессия, вот в ней и развивайся. Чего тебе еще надо? Все это особо не обнадеживало. И третье, очень важное. У меня к тому моменту была какая-то сформированная жизнь. Я многое наработала, в том числе профессионально. И работа мне, опять же, моя очень нравилась. И она была, знаете, такой очень комфортной, очень уютной, очень теплой. Я жила как в таком коконе, очень теплом, очень мягком. И, честно сказать, мне совершенно не хотелось из него выходить, его покидать. В нем было очень уютно. И конечно, любые перемены у меня вызывали некий страх и просто нежелание расставаться с комфортом неким, который я все-таки в своей жизни создала. Я тогда работала еще в школе небольшой языковой, и я понимала, что если я пойду учиться, то я не смогу совмещать учебу с работой, и мне придется уволиться. В общем, все это зрело, но в итоге во мне все-таки победило желание перемен. Я решила действовать. Я заплатила за первый семестр, я отмахнулась мысленно от негативных слов моих родителей и друзей, и мне предстояло самое важное – уволиться. Я знала, что в нашей маленькой школе, где были очень такие семейные, полусемейные, дружеские отношения между директором и сотрудниками, я понимала, что это будет болезненно.
что мой уход, он будет болезненным. И вот я помню, я дождалась самого последнего момента, когда уже тянуть было невозможно, и написала огромное письмо директору школы, объясняя, что я не смогу совмещать, что я решила как-то попытаться сменить профессию, немножко изменить свою судьбу, и что мне нужно уволиться. И я помню, я написала это письмо, и мне нужно нажать на кнопку «Отправить». И вот я сижу, и я на эту кнопку нажать не могу. У меня рука просто не может этого сделать. Я тогда переписывалась с приятелем, который не очень любил свою работу, и, видимо, моя ситуация его вдохновляла, и он мне уже пишет: слушай, давай, все, жми на эту кнопку. И я, зажмурившись, нажала. И впоследствии, как я и ожидала, все это было немного болезненно, мой уход. Но все, я, так сказать, некоторые мосты за собой сожгла, какие-то связи наработанные разрубила, все, отправилась, так сказать, в плавание. Хорошо, учеба закончилась, интенсивная, интересная, нужно искать работу, уже новую, уже искать свое место под солнцем на рынке перевода, фриланс-перевода. Я активно взялась за дело. Я отправляла бесчисленное количество резюме, наверное, 100. В основном получала в ответ либо молчание, либо какие-то вежливые фразы, формальные из серии «мы с вами свяжемся». Я использовала все рычаги, какие-то знакомства, все, что могла, преподаватели. Со мной это ничего не работало. В итоге прошло, друзья, 14 месяцев с момента окончания учебы. 14 долгих месяцев. И к какому я пришла результату? Не то, что у меня было мало перевода или, допустим, сложно все это было. Результат был просто нулевой. Это был 0. Те, кто когда-нибудь искали работу, я думаю, меня смогут понять. 14 месяцев – это больше года. Это бесконечный срок, особенно когда результат действительный 0. Я начала терять в себя веру. У меня начали просто опускаться руки. Я стала думать: это не судьба, это не мое. Нужно было мне оставаться в преподавании. Нужно мне вернуться окончательно, уже даже мысленно, в преподавание. И про все это забыть. Я попробовала, у меня не получилось, ничего страшного. Я была в 1 миллиметре от того, чтобы поставить на всем этом полный крест. Я еще раз подчеркиваю, 14 месяцев – это бесконечный период времени. И что вы думаете? Спустя эти 14 месяцев поперло. Сначала были какие-то робкие заказы, потом все это как снежный ком обрастало чем-то. Эта динамо-машина раскручивалась. И в итоге достаточно, в общем-то, быстро все пришло к тому, что у меня стало очень много работы, очень интересной и разнообразной. И в итоге я полностью свое место в этом мире завоевала. И сейчас, когда я сравниваю свою нынешнюю жизнь с предыдущей, несмотря на то, что, опять же, я любила преподавание, конечно, сейчас моя жизнь, в 100 раз интереснее, разнообразнее, насыщеннее. И в профессиональном плане я бы сказала, что это фейерверк. И вот, стоя в пятницу на сцене Большого театра, на исторической сцене, в моем прекрасном вечернем платье с красивой прической и макияжем, смотря в зал и переводя, я была очень счастлива. И самое главное, я была безмерно благодарна себе самой за то, что я тогда все-таки сделала шаг в сторону перемен и дала своей мечте шанс.